Друзья, рада вас всех приветствовать. Давайте знакомиться. Я Евгения, занимаюсь изготовлением шляп уже почти 20 лет, и вы на моем канале «Шляпная мастерская». Сегодня мы с вами научимся делать шляпку в винтажном стиле. Вот такую. Итак, мы делаем вот эту шляпку в винтажном стиле. Материалы, которые нам понадобятся. И это прежде всего шляпная болванка. Это из дерева. Вот этой шляпной болванкой я предлагаю заменить. У меня PDF-гайд по ссылке на Бусти. Дальше это фетровый колпак. Вот он еще не смочен, не пропитан. Обязательно пленка или полиэтиленовый пакет и вода. Наш первый шаг. Мы берем фетровый колпак и хорошенько смываем его в теплой воде. В горячей не надо, именно в тепленькой. Я смачиваю. Вот один раз намочила, отжала, потом еще раз намочила, отжала, так далее. Можно оставить на какое-то время в воде полежать, вот, чтобы полностью изнутри и снаружи пропитался колпак. Вот я смочила колпак, отжала его хорошо, видите? Он, никакая не вода с него не капает, ничего. И теперь мне нужно натянуть его на болванку. То есть, либо натягиваете на такую, которую сделали по моему PDF-гайду. Мне проще натянуть на болванку. Вот у меня уже имеющуюся деревянную. Делаем вот так. Надеваем. И постепенно начинаем как бы вот натягивать, крутить эту болванку. Чтобы фетр хорошо натягивался, его можно распарить парогенератором, ну или над паром в кастрюльке, в чайнике, в общем, над любым паром. Вот я сейчас распарила, и посмотрите, как быстро, ловко и хорошо вот эта верхняя часть натянулась. Нам для наших задач нужно только вот эту верхнюю часть натянуть хорошо. И здесь мы уже по выкройке будем делать нашу винтажную шляпку. Все. Теперь оставляем высыхать. Итак, после того, как мы натянули фетр на шляпную болванку, нам нужно взять выкройку вот винтажной шляпки. Кстати, доступно по ссылке в описании канала и в первом закрепленном посте гайд с выкройкой и этой шляпной болванкой. В общем, мы крепим, вот, сначала раскладываем, центрируем и прикрепляем булавками выкройку к уже натянутой основе из фетра. Итак, вот мы закрепили выкройку на основе. Вот фетр я натянула, да, на болванку, и я закрепила выкройку булавочками. Все, теперь нужно обвести и вырезать эту форму. Вот она, эта шляпка, изготовленная из фетра, с применением винтажной выкройки и шляпной основы болванки. Кстати, и выкройка, и процесс изготовления шляпной болванки доступны по ссылке в моем PDF-гайде на Бусти. Итак, вот такая у нас получилась небольшая шляпка в винтажном стиле. Сейчас я напоследок ее примеряю, покажу вам. Смотрите, вот шляпная резинка, да? Вот она должна под волосами пройти, да? Мы маскируем эту шляпную резиночку
И кажется, что шляпка, собственно, на голове держится, да, сама по себе. Но надо немножко еще поработать вот перед зеркалом. Хорошо, аккуратно. И вот такой результат получился. Можно украсить дополнительно вуалью, вообще чем угодно можно украсить. Идею основную я до вас донесла, что для того, чтобы начать делать шляпки, чтобы почувствовать себя творцом, не обязательно сразу какую-то там шляпную мастерскую разводить у себя дома, накупать кучу оборудования. Можно просто сделать самому болванку. Доступно по ссылке гайд с подробным описанием этой болванки. Для того, чтобы ее сделать, нужна только ткань, опилки, которые можно в любом зоомагазине купить, и ваше желание. Несколько часов времени. Выкройка, кстати, вот этой винтажной шляпки тоже в этом гайде. Я надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, задавайте свои вопросы в комментариях.